Наша компания выпустила и представляет на сегодняшний день препарат битулонооксид или по-другому битулоновая кислота. Несколько слов о данном препарате. И ее производные обладают противовоспалительной, противоопухолевой и анти-ВИЧ-активностью. То есть по-другому можно сказать, что любые воспаления тканей, миозит, артрит, ревматоидный полиартрит, ювенальный артрит, противоопухолевой, то есть любые увеличенные лимфоузлы, злокачественные, доброкачественные опухоли устраняются битулиновой кислотой и анти-ВИЧ-активностью. Также данный препарат имеет доказательные медицинские исследования. Применение данного препарата устраняет и помогает справиться имеет активность с активацией Т-киллеров, которые приводят к уменьшению вируса иммунитета человека, устраняет иммунологическую депрессию и иммунный дефицит. В 1955 году отметили, что битулиновая кислота – это селективный ингибитор меланомы в организме. Также доказали, ингибитор – это тот, кто устраняет. Также доказали, что битулиновая кислота способна вызывать апоптоз нейробластомы, то есть она засыхает, у нее исчезает сама клетка, получается, она выгорает. У человека в моделях системы, то есть при показателях, когда применяли препараты плацебо и применяли препараты битулиновой кислоты, то оказалось, что на 100% в системе инвитро, инвиво полностью было исключено использование плацебо и доказано, что в качестве лекарственного препарата может быть использовано. Были проведены исследования Rapid Access Национального института онкологии США, и было обнаружено, что битулиновая кислота выступает против нейроэкстрадермальной нейробластомы, модулобластомы, саркомы Юинга, лимфогранулематоза, злокачественной опухоли мозга, карциномы яичников, лейкемии клеточной линии, злокачественной чешуйчатой карциномы головы, шеечной и шееклеточных линий и так далее. Рекомендовано было использовать при раке молочной железы, толстого кишечника, мелкоклеточного рака, легочного, почечного, клеточной карциномы, а также лейкемии лимфоцитов. Эффективность лечения битулиновой кислоты была оправдана в случае использования как дополнительная селективная терапия данных заболеваний. То есть по-другому можно сказать, что использование битулиновой кислоты было рекомендовано людям, которые проходят основную терапию при лечении онкологии груди, рака кишечника, прямой кишки, желудка и так далее. Несколько слов о тенденциях и исследованиях битулиновой кислоты как селективного ингибитора меланомы человека, который действует путем индукции апоптоза. Данная работа была создана такими авторами, как Чай, Исли, Чагведера, Фарнсворт, Кордел, Бичер, Фонг, Кингтхон и Браун. В результате фракционной под контролем биоанализа битулиновая кислота в исследованиях, проведенных на безстимусных мышах с меланомой человека, рост опухоли полностью подавлялся без токсичности. Судя по множеству клеточных ответов, противоопухолевое действие опосредованной индукцией апоптоза, то есть уничтожается, засыхает и перестает, отмирает. Битулиновая кислота была рекомендована и проходит доклиническую разработку для лечения и профилактики злокачественной меланомы. Вторая работа была сделана Катаока, Кондо в городе Японии, Миёси, Кувахара, Монден и Ониши. Мы исследовали противоопухолевый эффект комбинации битулиновой кислоты и винкристина на клетках мышиной меланомы. Битулиновая кислота показала синергический цитотоксический эффект на клетки меланомы и индуцировала остановку клеточного цикла
и ингибировала, то есть прекращала метастазирование опухолевых клеток в легкие, усиливала подавление экспериментального метастазирования клеток меланомы в легкие у мышей. Количество легочных узелков диаметром 1 мм у мышей, получавших бетулиновую кислоту, было заметно меньше, чем у мышей, получавших только, и дальше указан другой препарат, винокрестин, который используется в ходе лечения заболеваний, как химиотерапия в ходе лечения заболеваний карцинома легкого. Работа, которая была сделана Фарнсвортом и Корделом в США. Открытие бетулиновой кислоты как селективного ингибитора меланомы человека, который действует путем индукции апоптоза, то есть по-другому полностью устраняет, уничтожает клетки опухоли, которые связаны с меланомой. Итак, в результате фракционирования под контролем биоанализа бетулиновая кислота была идентифицирована как цитотоксический агент, специфичный для меланомы. На русском это звучит так, что только клетки меланомы были поражены веществом бетулиновой кислоты и полностью были уничтожены. Рост опухоли полностью подавлялся без токсичности, то есть говоря о том, будет ли для человека применение данного препарата цитотоксичным, здесь говорится о том, что клетки опухоли полностью устранялись без цитотоксического, в отличие от применения многих видов химиотерапии, результата. Судя по множеству клеточных ответов, противоопухолевое действие опосредованной индукцией апоптоза, то есть полным засыханием, отмиранием. Бетулиновая кислота, соединение в настоящее время приходит до клинической обработки. Как это происходит? Вот есть работа, это Пецуто, Рон Кью, Инмейтан, это совместный институт итальянский и китайский, города Пекин. Было показано, что бетулиновая кислота, обнаруженная, ну и дальше написано, меланомы и многих нейродермальных опухолевых клеток. В настоящее время мы демонстрируем, что обработка бетулиновой кислотой приводит к активации стресс-активируемой протеокиназы, концевой киназы, распространения протопоптической, ну и так далее, без изменений фосфорилированных киназ. Итак, вывод пишет. Митохондрии наших клеток приходят в норму. То есть в случае, если есть иммунитет низкий, то ответ обработки бетулиновой кислотой приводило к постепенной деполяризации потенциала митохондриальной мембраны, явление, которое, как установлено, способствует индукции запрограммированной гибели клетки меланомы и карциномы. И данный эффект частично дает возможность модулировать это возмущение, а следовательно способный, ну и дальше сказано, каким образом устраняются клетки и каким образом происходит распад. Огромное количество исследований на протяжении более чем 50 лет использования бетулиновой кислоты как в составе препарата и как отдельный препарат при лечении и при профилактике заболеваний. На сегодняшний день рекомендация бетулиновой кислоты, есть ряд работ, сказать, чьи это работы. Цхаонинг, лечение бетулиновой кислотой псориаза. Дитмер Трузер, Дритан Тургани, Италия, лечение и цитотоксический контроль апоптоза при карциноме легкого. Дальше Ксину Люи, Индрия Джуто, лечение, сравнение применения бетулиновой кислоты и каннабиоидных веществ. Было доказано, что каннабиоидные вещества и бетулиновая кислота имеет гораздо выраженный эффект лечения меланомы, лечения онкологических новообразований и так далее. Далее работа Шмидта и Кузманова, бетулиновая кислота, как ярко представлены ее анти-ВИЧ-активность, и рекомендовано применение бетулиновой кислоты в ходе применения терапии к ВИЧ-инфицированным первой группы. При ревматоидном артрите есть применение данного препарата как современное цитонетоксичное и
оптимальное вещество при лечении всех видов ревматоидного артрита, полиартрита, ювенильного артрита. Особенность данного препарата заключается в его доступности. Данный препарат синтезируется из коры белой березы. Хочу сказать, что этот процесс у нас в стране, на территории Украины, смог сделать только моя компания. Препарат дорогостоящий получается, но его применение достаточно активное. Применение данного препарата рекомендовано при любых заболеваний кожи, любых заболеваний иммунитета, при иммунной недостаточности, при аутоиммунных заболеваниях, при генетических заболеваниях, таких как муковисцидоз, при заболеваниях шизофрения, при заболеваниях ревматоидный артрит, полиартрит, при заболеваниях, допустим, там есть ряд работ, которые говорят о том, что применение бетулиновой кислоты может сочетаться с применением бетулина, так как их взаимосвязь и их воздействие на организм человека различное. Так, применение бетулина более для омоложения, более для увеличения активности иммунитета, так бетулиновая кислота для апоптоза опухолевидных новообразований в теле, включение интерлейкинов, Т-киллеров, включение клеток, которые способны идентифицировать вирусное заболевание и так далее, как противоопухолевое, противовирусное вещество. Бетулиновая кислота доступна к покупке на сайте, да.